поговорили о том, что такое йога, а сегодня будем говорить о том, чем йога не является. What yoga is and what yoga is not. Can you tell me what yoga is not? Можете ли вы ответить на вопрос, чем не является йога? Really? Is yoga a religion? Является ли йога религией? Is yoga a religion? Why yoga is not a religion? А почему йога не является религией? Yoga sometimes part of religion. That is one way to answer, and let us understand little deeply. Because you trust not in someone but in yourself. Because usually in religion you pray to someone else. You see that in all the religions you stick to a particular God. You have many do's and don'ts. Обычно в каждой конкретной религии есть какой-то центральный бог, на котором построена вся религия, и есть определенные нормы поведения, те, которые нужно придерживаться и которых нужно избегать. But in yoga, you can choose any God as a means to reach to the higher state of the consciousness. Но в йоге можно выбрать, в принципе, любого бога как средство достижения высшего сознания. The rules, rituals, do's and don'ts are very important in all the religions. Правила, ритуалы и заповеди, что нужно делать, предписания, что нужно делать, чего не нужно делать, очень важны в каждой из религий. And yoga asks you to lead a spiritual life. Whatever is available in this world, you can use it. А йога говорит, что нужно просто жить духовной жизнью, но тем не менее все, что доступно в этом материальном мире, вы можете им пользоваться. A true religious life can be lived by a person who practices yoga. Истинная религиозная жизнь, то есть жизнь, посвященная какой-то религии, может быть прожитая человеком, который посвящает себя йоге. When I was in Jakarta and I had to talk on Bhagavad Gita, and after the talk one Muslim stood up and he said, "Oh, I'm a Muslim, can I practice yoga?" Однажды, когда Гуруджи был в Джакарте, он говорил о йоге, и один из мусульман встал, задал вопрос: я мусульманин, могу ли я практиковать йогу? And I immediately answered, if you practice yoga, you become a better Muslim. И Гуруджи сразу же ответил: если вы будете практиковать йогу, то вы будете лучше, более качественным мусульманин. So not only that, if you are a Hindu, practice yoga, you become a better Hindu, better Christian, better Jews. И, соответственно, в любой из религий вы преуспеете больше, если вы будете параллельно с практиками в этой религии практиковать и йогу. That is how yoga and the religions are related. Вот каким образом соотносятся йога и религия. We have to do nothing with any religion when we have to do everything with religion. То есть можно сказать, что йога никакого отношения не имеет ни к одной из религий, и в то же время можно также утверждать, что йога имеет самое прямое отношение ко всем религиям. Yoga seeks freedom. Йога ищет свободу. So maybe in the beginning you may need some symbols, some images, some kind of a prayer, some mantra, and after that yoga transcends all of them. Поэтому вначале может оказаться, что вам необходимо какой-то символ, какая-то мантра, какой-то материальный инструмент, но в будущем йога полностью отбрасывает все эти механизмы, все эти инструменты. And yoga is also not a cult. Йога также не является каким-то культом, сектой. The moment you reduce yoga into a cult, it loses its freedom. It loses its freedom.
теряет свою свободу, свою цель продвижения свободы. Respect all, learn the best, but don't get confined into a cult. Вы должны уважать все направления, все религии, все верования, но в то же время не позволяйте втянуть себя в какой-то культ. I always love to learn. Wherever I go, I see how much I can learn. Гуруджи всегда очень любит изучать что-то новое, и где бы он ни был, он всегда смотрит, может ли он подчеркнуть какие-то новые знания. But the cult attracts you. Но если говорить о каком-то культе, то культ вас как бы притягивает и связывает. A person comes from the cult and says, no, my master has 1 million followers. Например, человек, который находится в этом культе, последователь какого-то культа, он приходит к Гуруджи, например, и говорит, что мой учитель имеет миллионы последователей. I'm not convinced. You will say, yes, he has 1 million followers, then there must be something, so let me join. То есть обычно люди смотрят на этот количественный показатель, как на индикатор какой-то успешности этого направления, и говорят, что если 1 миллион человек в него уже вступили, то, наверное, не стоит. And I answer with a smile, do you want to add one more, 1 million one? That is why you are here with me? На что Гуруджи отвечает, и что ты хочешь из этого культа теперь сделать культ с 1 миллионом и 1 человеком? Just know that it doesn't mean that you are refusing, rejecting any school of yoga. Join them, learn the best. But it is good not to get confined into the cult. This is what I'm saying. То есть присматривайтесь к таким вещам, изучайте их, собирайте как можно больше информации, приобретайте знания, но ни в коем случае не позволяйте кому-то втянуть вас. You should start from the freedom and you should end with the freedom. Потому что вы должны начать со свободы и закончить свободой. So therefore yoga is neither a religion nor a cult or ism. Поэтому йога и не является ни религией, ни каким-то культом, ни каким-то измом. During 2001, I don't want to name the name of that master, who invited me to his ashram in India and asked me to join his cult. В 2001 году был один мастер в Индии, который пригласил Гуруджи в свой ашрам и предложил ему вступить в свою секту. He has about 700 million empire in the world. 700 million empire? Yes. 700 million revenue comes from over 600 centers in the world. I mean $700 million. Yes. Yes. Every year. Yeah. What do you think? Probably it's Scientology or something like that. You know Scientology? Kind of religion. В общем, этот человек, у него 70 700 million. 700 миллионов в год долларов дохода от всех его направлений, вот этого религиозного. I went there with my family, we talked, and he asked me to join. И он пришел к этому человеку в гости, и тот предложил ему вступить в эту секту. So definitely when he has attracted millions of his followers, he has something in him. You should respect that. Ну, то есть здесь необходимо понимать и то, что если такой человек смог привлечь такое количество последователей и собрать такое количество доходов, то, соответственно, у него есть какие-то силы, какой-то талант, и это следует уважать. So I was aware that all the cult, they restrict their teaching. Но Гуруджи в тот момент он осознавал, что любая секта,
ограничивают учение. То есть объем знаний, который присутствует в этом учении, он ограничен. With respect, I told him that you have invited me to join your organization. It proves that you are confident of that I can teach to your followers what you teach to them. И Гуру же ответил, что он уважает просьбу этого человека, и он понимает, что эта просьба говорит о том, что тот человек уверен в способностях Гуруджи и видит в нем способности учить других людей. And then I told him that, can I teach other than what you teach to your followers? И затем Гуруджи спросил, может ли он обучать его последователей, того учителя, своим собственным взглядом, своим собственным видением. And he smiled, and I said, I got the answer. Тот I'm not joining you. только улыбнулся в ответ, и Гуруджи понял, что ответ не отрицательный, поэтому он не вступил в эту секту. If you are not free to teach anything and everything you know, it becomes a cult. Если у вас нет свободы учить, если вам не позволено учить все то, чем вы обладаете, всеми теми знаниями, которые вы обладаете, и свободно отдавать это людям, то тогда это направление, в котором вы находитесь, это и есть секта. You keep your freedom intact and respect all. Learn from everybody. То есть ваша задача – это сохранять свою свободу, нерушимость, нетронутость и учить всему тому, что вы сами знаете. During the last 150 years, when yoga started moving to the West and to the Europe, the greatest attraction in the very beginning was as if yoga is a magic. В течение последних 150 лет, когда учение йоги начало перемещаться на Запад, то йога привлекала людей тем, что все считали, что это какая-то магия. Even when I went to Mongolia long back in 1993, the people asked, "Oh, can you stop your heartbeat?" Даже, например, когда в 1993 году Гуруджи поехал в Монголию, то множество людей задавало ему такие вопросы, например, можете ли вы останавливать свое сердце? Can you move the truck with your hand? Можете ли вы там автомобиль одной рукой сдвинуть с места? I think I need not to talk too much about it. Yoga is not a magic, not a trick. Наверное, здесь не стоит много говорить о том, что йога на самом деле не является ни каким-то магическим трюком, или магией не является. But it does not mean that it is not capable of stopping your heartbeat. It is. Однако же это не значит, что йога не способна остановить сердце, на самом деле она способна это сделать. You can develop those powers. То есть вполне реально такие силы в себе взрастить. But yoga is not only for developing these powers. Но цель йоги заключается не только в том, чтобы взращивать такие силы. You do regular practices of deep, silent and slow breathing that we did at least for 30 days. And check after 30 days, your heartbeat goes down. Если, например, вы будете выполнять практики глубокого медленного дыхания, которые мы здесь уже выполняли неоднократно в течение месяца как минимум, то затем, если вы измерите свой пульс до и после, то вы заметите, что ваш пульс существенно замедлится. It has nothing to do with a miracle or a magic. It happens. It brings about those physiological changes in your body. И
И здесь нет никакой ни магии, ни волшебства, здесь просто это физиологические процессы, которые в теле происходят и которые вызывают, приводят к таким изменениям. Yoga is neither renunciation and nor enjoyment. Йога также не является каким-то отречением и не является полным посвящением своим удовольствиям. If you say that yes, I am a pure vegetarian and it helps me in the path of yoga, or I am a non-vegetarian, I cannot practice yoga. Например, если кто-то говорит, что он вегетарианец и это помогает ему на пути йоги, а кто-то говорит, что он не вегетарианец, и поэтому он не может практиковать йогу. Remember, yoga is independent of anything outside. В принципе, это неверно будет так сказать, поскольку нужно помнить, что йога сама по себе не зависит от каких-то внешних причин и условий. But depending on the level of my attachment and level of my unconsciousness, I have to discover within myself and let the teacher discover what you need to do to start yoga. В зависимости от уровня моего личного развития, от уровня моих привязанностей и от понимания учителя, какие действия необходимо делать для устранения этих привязанностей. Ученику может рекомендоваться выполнение тех или иных действий, например, на пути вегетарианства. Because you have come here to learn yoga and you are deeply interested in it. Потому что мы все пришли сюда изучать йогу, и мы очень заинтересованы в том, чтобы ее идти по пути. First, work on this statement, what I am saying, so that you can also say it outside with authority. Поразмышляйте над этим утверждением и вообще над всем тем, о чем говорит Гурджи, с тем, чтобы вы в будущем могли смысл этих утверждений передавать и вашим последователям ученикам. You see, in many sects of Buddhism, there is no ban on non-vegetarianism. Например, в множествах школ буддизма нету таких запретов потреблять невегетарианскую пищу. Не обязательно быть вегетарианским для того, чтобы практиковать. And in many sects of Tantra, you are encouraged to eat non-vegetarian. А в различных практиках тантры, наоборот, человеку необходимо есть невегетарианскую пищу для того, чтобы успешно их практиковать. And when you are doing Hatha Yoga or Raja Yoga, they are great advocates of vegetarianism. Ну а в то же время, если вы практикуете хатха-йогу или раджа-йогу, то тогда вегетарианство оно рекомендовано. The very first step is to move within. You are doing physical, mental, breathing, any practice of yoga. Do you have a call, which I taught yesterday? Ну, первое, что необходимо сделать, практикуя йогу, или с чего мне необходимо начинать, это все-таки углубиться в себя и найти там это внутреннее устремление, которое будет являться вашей основой для начала и продолжения практики. You see, it may be a wrong logic, but you have to apply this logic in a better way, in a right way. Because I'm going to cite one example. Ну, то, что говорит сейчас Гурджи, это может показаться в какой-то степени не совсем логичным или может разбивать уже сложившиеся какие-то представления. Однако тут просто необходимо уметь применять те наставления, которые дает Гурджи, правильно. Сделать правильные вещи правильно. So Sri Aurobindo used to smoke a cigar, which I was talking about yesterday. Ну, например, Шри Aurobindo
So don't use this logic for yourself. Но, That will be wrong. но это такая логика, то есть не значит, если же Autentic курил сигары, то всем нам необходимо курить сигары, чтобы стать таким, как он. So one person came and saw him smoking a cigar and has said that how can you be a yogi? You're smoking. И один человек увидел, что Autentic курит сигару, и спросил его, как же ты можешь быть йогином, когда ты куришь сигару. So Shri Aurobindo responded, can you tell me how many non-smokers are yogi? На что Шри Aurobindo ответил, а можешь ты мне сказать, какое количество некурящих занимается йогой? See, it's totally different. Don't apply the same logic to your life. It's totally different. То есть изучайте эти вещи, но не пытайтесь все примеры применять и всю логику, которая присутствует в действиях таких людей, не пытайтесь все применять к себе. There are many, many references like that, even related to Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekananda, and many great other masters. И существует множество подобных примеров, которые относятся и к Рамакришне, и к Вивекананде, и к прочим, которые были великими мастерами. Don't lay too much of stress on do's and don'ts in the outer life. Не пытайтесь слишком сосредотачиваться и зацикливаться на всех тех вещах, которые предписаны, или которые стоит делать, и которые не стоит делать, которые определенная религия или нормы поведения предписывают делать или не делать. Не зацикливайтесь на этом. I have seen thousands of the people in India, they have become strict vegetarian and they have become politician on vegetarianism rather than a yoga teacher, yoga master. Гуруджи множество встречал людей, например, которые были вегетарианцами, но которые свое вегетарианство превратили не в какой-то духовный поиск и не стали там йогинами, а они просто превратили это в политику и бизнес. So just one goal, and I'll be talking about after the asana practice that what is the basis of yoga, so that makes the things clear. После асаны мы поговорим о том, что является основой для йоги. Yoga is one of the 6 organs of Indian philosophy. Йога является одним из 6 органов индийской философии. And one of the 6 organs, and every organ, other organs also can be understood through the yoga philosophy. Но также из этих 6 органов остальные 5 тоже могут быть поняты и объяснены через философию йоги, через йогу. Now understand, generally I say this, I say that I practice asana, therefore I practice hatha yoga. Такой вот пример. Если вы говорите, что вы практикуете асаны, значит ли это, что вы практикуете хатха-йогу? That is not true. Отнюдь это совсем не означает, одно за другим сказано. The same thing is not true when I say that I practice breathing and I practice cleansing practices, therefore I practice hatha yoga. Точно так же неправильно будет утверждать, что если я, например, практикую очистительные практики или дыхательные упражнения выполняю, то я практикую хатха-йогу. I practice hatha yoga to take my mind within. Основная причина, по которой я практикую хатха-йогу, это для того, чтобы перевести мой ум внутрь. That becomes the practice of hatha yoga. Then it hardly matters. You can take your mind within by the practice of asanas, by the practice of breathing, by the practice of other organs of hatha yoga. И тогда уже становится неважным, если цель поставлена правильно, то есть если цель остается
перевести ум внутрь, то тогда неважно, каким способом достигается эта цель, посредством практики асаны или пранаям, или мудр, или каких-то других методов йоги. And similarly, when I practice concentration on any chakra, I claim that I practice Kundalini Yoga. Таким же образом, например, некто будет утверждать, что если он концентрируется на каких-то чакрах, то он практикует уже кундалини-йогу. I practice some mantra and I say that I am practicing Japa Yoga or Mantra Yoga. Или если он там читает какие-то мантры, может такой человек утверждать, что он практикует джапа-йогу или мантра-йогу. The yoga does not depend on a single practice. То есть вывод из этих примеров, что на самом деле это не так. Йога не зависит от какой-то определенной практики, от какой-то конкретной практики. It depends on your aspiration, your purpose, your goal of life in doing yoga. Она зависит только от вашего устремления и от вашей цели в жизни, и насколько эта цель связана с целью йоги. We have just seen the Gorakshasana. So this guy was sitting in this asana for 12 years and he reached to the enlightenment. Например, вот вы уже показывал только что Гиракшасану, и он говорил о том, что был такой мастер, который 12 лет не просидел и достиг просветления. And he went to the Tibet. He was known as a great Buddhist monk. He was the same guy. That is what I was talking to Sasa. И затем он приехал в Тибет, и он был известен как великий маг. So during his early years, he started practicing these asanas, but his intention was freedom. И с самого начала, в молодом еще возрасте, он начал практиковать эти асаны, но с целью его основной была не практика асан, а достижение свободы, освобождения. So in his early years of the practices of the asanas, he wrote a book in which he advocated the practice of asanas. И когда он только начал заниматься асанами, то он написал книгу, в которой он обосновывал необходимость занятия асанами. And when he was enlightened, he wrote another book. А когда он достиг уже просветления, то он написал совсем другую книгу. No mention of any practice. И The asanas. в этой книге уже не было даже и упоминания о том, что асаны необходимо практиковать. You see the same person who practiced one thing and got enlightenment, and now he says that no, you can get enlightenment by any of these practices, not restricted to one. То есть этот пример показывает, что до просветления у этого человека сохранялась такая вот узость мышления, и он верил в то, что просветление можно достичь только путем практики асан. А когда он достиг просветления, то он осознал, что уже его можно достичь и другими путями, не только через практику асан. You can reach this center from different roads, from right, from north, south, east and west. Ну, например, вот в эту комнату можно прийти множеством различных путей, можно с юга, с запада, с севера, с востока. And that is what yoga offers. И именно это предлагает и йога, множество различных путей. It gives you a total freedom. Йога дает вам полную свободу. Swami Lakshman Das ji used to do Sheshasana even for half an hour. С вами делать шмагас, по полчаса стоять на голове. During his early days of the practices, because one master who was only practicing asanas and have never taken his mind inside, so he started guiding all those practices. That master started to guide Swamiji. Yes, Swami. Because when he was totally young.
at the age of 15 or 16. And he taught him to stay on his bed. Yeah, it's church, yeah. Потому что в те времена, во времена молодости Свами же, был у него учитель, который целью своей не ставил обращение ума вовнутрь, а он практиковал только асаны, и он обучал этим асанам Свами же, и поэтому тот стоял на лавре. So his first name was, when we say Lakshman Das, Das is another tradition of yoga masters. So that is why he is known as Swami Lakshman Das. Поэтому он известен под именем Свами Лакшман Дас, потому что Дас это суффикс такой, который обозначает определенную традицию. But I saw him that he said that I kept my intention very clear. Can this Shasana help me to go into a deeper meditation? Но Свами же говорил Гуруджи о том, что он всегда умел сохранять свое устремление незамутненным и всегда через призму своего устремления оценивал эффективность и этой асаны в том числе, задавая себе вопрос, поможет ли она мне войти в более глубокое состояние медитации. Answer is no. Ответ был нет. And then what happened? Then there was a Parmanand Avdhut who was the real master who initiated also my Guruji, Parmanand Avdhut. Затем был у с вами же еще один учитель, Пармананд Авдхут, который, собственно, и дал основное учение с вами же, который его инициировал, посвятил практике. So because my Gurudev had that deep intention and aspiration for spiritual awakening, and when Parmananda Avdhut saw my master, he went to the Hatha Yoga master and told him that you give the student to me. He is useless to you. И именно потому, что у Свамиджи было такое устремление сильное, правильное устремление, то есть обратить ум внутрь, то вот его этот второй учитель, он пошел к первому учителю, тому, который асаны практиковал, и сказал: отдай мне Свамиджи, зачем он тебе не нужен, ты не сможешь с ним ничего сделать, другие цели совсем. And then my Guruji started learning all meditation and all these Upanishads teaching from Parmananda Avdhutji. И затем уже с вами же начал изучать все те другие практики с его непосредственным учителем вторым. Do you say it is a chance? No. When the disciple is ready, master appears. Можно ли назвать это удачей или случаем, что так произошло? Ни в коем случае. Говорится, что если ученик, и когда ученик готов, то тогда появляется учитель. So it is, what is important? Let me continue my practice with one single-minded aspiration. I have to awaken within myself. То есть единственно важным здесь является то, что я должен продолжать свою практику с тем устремлением и не поддаваясь на какие провокации, а вот именно соблюдая свое устремление. And you know what my master's master told all his disciples after 20 years of association? My master's master said that, look at this Swami Lakshman Das. He has a greater and deeper enlightenment than me. From now, you all have to follow him. Учителя Гуруджи, то есть учитель Свамиджи, в какой-то момент сказал, что Свамиджи Лакшмидас имеет более глубокое понимание истинного я, более глубокий уровень просветленности, и поэтому с этого момента все мы должны следовать ему как учителю. And all the disciples of my master's master became his disciples.
Now I'm asking a question that is last. I'm spending only 5 minutes and then I'll take it to the sasa. What is the most important, you think? The grace of a guru, intellectual understanding of yoga from the different text, or something more? Ну и теперь последний вопрос, который Гриша хочет задать, перед тем, как мы приступим к физике. Как вы считаете, что является самым главным на пути йоги? Это милость учителя или интеллектуальное понимание принципов йоги или нечто иное? Which is more important? Yes. That's why Sasa runs to India and go to Dharamshala. Nobody calls him. So I have not used that word. There are 3 types of grace. The self-grace, 1. The grace of the master, 2. And you also get a grace from the text, from what is available, the knowledge that is available in this world. Вообще существует 3 типа благословения. Это благословение собственное, когда человек сам себе делает благословение. Второе – это благословение учителя. И третье – это благословение, которое исходит из источника, из текста. Don't get offended. Why you are here? You can read everything what I am teaching you in the text. Не обижайтесь, но ответьте на вопрос, зачем вы здесь, если вы можете все то, о чем говорит Гурджа, вы можете точно так же прочитать в любой. What? You let me know what you want to learn and I'll give you the text. I'll send you all the PDF files. Go at your home and learn. Вы можете только намекнуть Гурджи о том, что именно вы хотите знать, а вам просто в PDF там или в чем-то вышлите файл и, пожалуйста, изучайте. But there are rare people who read the text and got enlightenment. Но почему-то очень немногие люди, читающие тексты, становятся просветленными. You need a supra-intellectual understanding. Для того, чтобы стать просветленным, необходимо понимание, которое находится над уровнем интеллекта. Look at the ocean. No guru. Посмотрите, например, на океан. Там нет никакого Rajneesh. На ocean посмотрите, у него нет никакого. You might be aware of the ocean. There are many other masters. Нет никакого учителя. Greater and higher than the grace of the text is the guru grace, the grace of a guru. Более значительной милостью, более значительным благословением является благословение учителя по отношению к благословению из текста. Because the guru becomes a living text. Потому что учитель становится как бы живым текстом. He can answer your queries, he can solve your problem. The text may not. Тексты не могут отвечать вам на ваши вопросы, а учитель может ответить. But even greater than the grace of a guru is the self-grace. Но даже гораздо большим, чем милость учителя, является милость собственное благословение, когда человек сам себя благословляет. If you don't have a grace of yourself on you, you cannot have an aspiration to learn and follow the path of spirituality. Если вы сами себя не благословили вначале, то у вас не будет никакого устремления вообще идти по пути йоги. There is something in all of us who are sitting here, there is some call inside. Maybe the call has not become conscious. У всех из нас, кто здесь находится, вот это устремление, оно тем или иным образом присутствует. И вполне возможно, у кого-то еще оно не стало осознанным, то есть находится где-то на глубине сознания. Even Patanjali says, if you have the highest level of intensity to move within and you become an intense seeker,
Патанджали говорит, что если даже интенсивность вашего устремления очень высока, и вы становитесь очень таким упорным искателем, nobody can stop you reaching to that state. то никто не сможет воспрепятствовать вам прийти к этому состоянию. No problem, no difficulties can come in your way. Не может быть такой трудности в вашей жизни и такой проблемы, которая смогла бы вас остановить. You are suffering from pain, do practice. Если, например, вы испытываете боль, практикуйте. Maybe at your home your spouse is not good. First priority is the practice. Может быть, у вас там дома с женой какие-то проблемы, все равно приоритетом является практика. You have money, still practice. You don't have money, practice. Есть у вас деньги, все равно практикуйте. Нет у вас денег, все равно практикуйте. Don't say that I don't have time to practice. Не говорите, что у меня нет времени практиковать. And then you will be the winner. That is the real meaning of this self-grace. И тогда вы будете победителем. Вот в этом и есть истинное значение понятия благословения самого себя. You see how wisely our great masters in the yoga tradition have made us to understand that yoga is independent of anything and everything. Мы увидели, как великие мастера в этой нашей традиции дали нам понимание того, что йога есть все. It lays importance on the text and the tradition. Йога делает, как бы отмечает, что тексты и традиция это имеют свою важность. When you have read a text, the text is now useless to you. Но когда вы прочитали, например, какой-то текст, то этот текст уже стал для вас бесполезен в этот момент. Even many masters say that throw that text into the garbage now because you have already understood what is written in the text. И после того, как вы его прочитали, то множество мастеров говорят, что вы можете выбросить этот текст. It is not a disrespect. It is an understanding that I should be independent of anything and everything out from outside. Это не является актом неуважения, это является пониманием того, что мы уже получили все от этого текста. The same thing with the grace of a guru. То же самое применимо и к благословению учителя. Either you become one with the guru or you leave the guru. Либо вы становитесь единым целым с вашим учителем, или вы должны покинуть вашего учителя. Leave the guru means that you have reached to the same state of enlightenment. There is no need. Если вам суждено покинуть учителя, то это может случиться из-за того, что вы уже достигли его уровня, и вам он больше не нужен, он никакой пользы принести не может. Or you have merged with a guru or a teacher. Или же вы тогда стали единым целым с вашим учителем. Don't think that you have to merge physically. Вы не знаете, что физически. So that is another. The entire tradition of Buddhism, if you see, there are hundreds of masters. И об этом говорит вся традиция. From yogic point of view, you can say that all the teachers, all the great enlightened masters have merged their consciousness with the Buddha. Традиция тысяч различных учителей говорит о том, что всем им удалось свое сознание соединить с сознанием Будды. So they carry on that tradition just for the sake of carrying on that tradition. There is no compulsion, there is no binding. И они продолжают, все эти мастера продолжают эту традицию только ради того, что ради продолжения, ради самого продолжения традиции, а не потому, что они как-то привязаны к этой традиции или как-то зависят от нее. The self-grace means now your commitment in this life is to pursue that path to an end.
благословение самого себя означает, что отныне вы полностью преданы цели встать на этот путь и следовать по этому пути. That is the beginning of the self-grace. Это есть начало благословения себя. And you are enlightened, that is the end of the self-grace. А в конце этого благословения вы становитесь просветленным. Thank you. Let Sasa take over.